Для успешной, хорошей ходьбы на протезе голени, а тем более при парной ампутации, очень важное значение приобретает функциональное состояние мышц области бедра, то есть всех тех мышц, которые в том или ином виде воздействуют на коленный сустав. Выделяют 4 группы таких мышц: сгибатели, разгибатели, отводящие и приводящие бедро мышцы. Мы сейчас покажем, как правильно тренировать мышцы, отводящие и приводящие бедро. Для тренировки этих мышц мы берем резиновый амортизатор, который дает дополнительную нагрузку на мышцы, и одеваем петлю выше области коленного сустава. Это важный момент, потому что если мы оденем на культю, то сустав будет работать на излом, что может травмировать его. На нижнюю треть бедра ноги вместе, немножко ногу косолапим, как детям показывают косолапого мишку, разворачивая бедро кнутри, и скользя по поверхности без отрыва отводим ногу в сторону. В сторону, делаем небольшую паузу и вернули. И продолжаем. В сторону и вернули. Это мы укрепляем мышцы области тазобедренного сустава, отводящие, которые, тем не менее, вносят огромный вклад в правильную походку. Следующая группа мышц – это приводящие мышцы. Мы покажем на другой ноге. Одеваем тоже выше коленного сустава, с тем, чтобы сустав не работал на излом и не травмировалось. Отводим ногу, другую кладем ровно и подтягиваем к ней с нагрузкой, растягивая резиновый амортизатор. С паузами в крайних точках мы удерживаем бедро. Для укрепления мышц, окружающих коленный сустав, мы делаем наши следующие упражнения. И первое из них – сгибание в коленном суставе. Мы делаем это для укрепления мышц задней поверхности бедра и для того, чтобы увеличить стабильность коленного сустава, который скоро снова будет ходить. Мы одеваем манжетку, петелку, резиновый амортизатор ленты на низ культи. Если культя короткая, получается, то на ее основании. И создаем натяжение, напряжение и просим пациента сгибать с паузой в максимальном сгибании и разгибаем. В зависимости от той нагрузки, которую мы планируем дать, мы либо увеличиваем натяжение ленты, либо ослабляем. Второе упражнение на укрепление разгибателей коленного сустава. Это всем известная мышца бедра, квадрицепс так называемый, да? Именно она самая крупная. И именно она обеспечивает стабильность коленного сустава и выполняет основную работу при ходьбе. Мы одеваем нашу известную ленту резиновую на культю, но в обратном направлении. Делаем небольшое натяжение, необходимое нам по определенному уровню нагрузки, и просим пациента разгибать в колени. Полного выпрямления достигать не обязательно, вполне достаточно создать разгибание. Разгибаем не до конца, и можно чуть придерживать резинку, либо же уменьшить совсем разгибание, например, до 30 градусов,